Это не Баронский. А дикая охота деревню сожгла. Живой души призраки не оставили. Замки на еду. Не могу. На вкус, говорят, как посоль. Что говоришь? Левого уха. Да, это ты? Без грамоты ходу нет. Так вышло, что грамота у меня есть. Да ну, дай-ка посмотрю. Похоже, не поддельная, но поди знай. А ладно, проходи. Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Столько доверия. А? Сударь, у нас кругом кошмары. Домовые, самоедки. Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? Я ведьмак насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? 5 дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты не заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет, моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Ни следа. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили? Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть, скорее скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо, попробую ее найти, но ничего не обещаю. Дай нам спокойно пережить горе. Это не баронские люди. А вы, дикая охота ведьмак, деревню нам сожгла. должно быть с Живой небес души призраки посланы. не оставили. Дедушка, расскажи нам. Раз, два, три, что вы ведьми в глаз смотри! Проворожи. Здравствуй, ты Глена? Я. У меня на продажу только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Кости всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? На самом деле я хотел поговорить про Гану. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке? Ты не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали.
Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновы люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Спасибо, будь здорова. Тятя, ну и меч. Мой тятя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Я хотел спросить про Гану. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя. Ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюкву, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синик не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Нелен не боится. Но так ведь он охотник. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Она впереди шла, я и не видел. Спасибо, будьте здоровы. Бедных людей от этих головорезов защитить. Ну, кто? Ну? Дай посмотрю, что есть. Может, что выберу. Удачи. Бахрома. Бахрома.
ведьмак. Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе 2 раза постолько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллин примирился с этим и начал жить заново. Странная просьба. Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллина, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Должно быть, это Ганна. Запах Буквально разорвал ее на тела. куски. И Повсюду кровь. Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. А здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Следы когтей очень глубокие.
Точно волколак. Надо быть начеку. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Клок шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Похоже на охотничью стоянку. Повешу твою башку у седла. Заметки. Интересно, кто их писал.
Кровь едва высохла, и его сюда притащили. Интересно, откуда? Перестань! Не трогай его! Кажется, нам надо поговорить. Это Неллин! Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь! Я его люблю! Он почти уже был мой, и тут объявился ты! Уходи! Оставь нас! Что ты несешь? Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда, в ту ночь. Я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделал это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ты больше никого не убьешь. Нет, не трогай его. Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги!
скотина! Нет! Перестань! Не трогай его! Кажется, нам надо поговорить. Это Мелин! Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь! Я его люблю! Он почти уже был мой, и тут объявился ты! Уходи! Оставь нас! Что ты несешь? Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда, в ту ночь. Я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ты больше никого не убьешь. Нет, не трогай его. Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги! Что?